Здравствуйте, любители лоскутного шитья! Сегодня я хочу представить вам новое покрывало. Название еще я ему не придумала, так что если у вас есть какие-то варианты, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду очень рада. Один простой блок. И очень интересный и красивый результат получается. Легко шьется и с удовольствием. Очень многие спрашивают меня, где я покупаю ткани. В основном заказываю в интернете. Например, для этого проекта я использовала ткани Pepi. Ткань специально предназначена для пэтчворка. Она достаточно плотная, не осыпается по краям, не линяет, не дает усадку. Перед раскроем я только прогладила ее горячим утюгом с паром. Очень многие начинающие лоскутницы шьют изделия из дешевых хлопчатобумажных тканей, отечественных, часто используют бывшего употребления ткани. Но это все вполне нормально. Все мы через это проходили. Я сама 2 или 3 изделия шила именно из таких тканей. Но когда уже освоены все азы пэтчворка и чувствуете в себе уверенность, что вам все по плечу, то обязательно попробуйте сшить из качественных тканей, специально предназначенных для пэтчворка. И вы сразу почувствуете разницу, а результат вас вдохновит на следующую работу. Ткани Pepi можно купить на их сайте, либо в специализированных магазинах Leonardo. Ссылки оставим в описании под видео. Ткани Pepi продаются вот в таких упаковках. Размер отреза 50 на 55 сантиметров. Я покупала коллекцию, которая называется «Нежная история». Здесь в этой коллекции очень много разных цветов, от голубых до фиолетовых, зеленые, розовые. В общем, на ваш выбор. Для того, чтобы сшить нам этот блок, нам понадобятся полоски тканей. Краем из ткани 2 блока 4,5 дюйма на 2,5 дюйма и 2 6,5 на 2,5 дюйма. Из однотонной ткани у нас 2 прямоугольника 2,5 на 4,5 дюйма и 2 квадратика 2,5 дюйма на 2,5 дюйма. И еще нам понадобится 2 небольших квадрата 2 на 2 дюйма. Вот как выглядит этот блок. В первую очередь пришиваем, кладем вот эти квадраты, проводим диагонали и прострочим по диагонали. Так, прострочили по диагонали и загладим уголки сюда и сюда. Лишнее отрежем. Теперь сшиваем полосы эту с этим, здесь сшиваем и здесь. Припуски заглаживаем на сторону темной ткани. Пожалуйста, припуски везде у вас 6 или 7 миллиметров. Должны быть одинаковые. Теперь эту сшиваем с этой, эту сшиваем с этой. Ну и последнее, что нам осталось сделать, это сшить 2 детали вместе. Вот такой простой блок у нас получился, совсем не сложный. Можно не пришивать вот эти вот уголки. Тогда, когда будете сошьете 4 таких блока, у вас получится однотонная серединка. Ну, с треугольничком в серединке получится квадратик, как вот в моем варианте, который вы видели на стене. Ну вот лоскутный топ моего покрывала уже готов. Я собрала сэндвич и уже приступила к стёжке. А сейчас я хочу вам показать немножечко сам процесс стёжки.
Вот такое покрывало получилось. Его размер 85 на 160 на стандартную детскую кровать. Если вы хотите шить такое же покрывало, то я могу сказать, сколько вам понадобится лоскутов Пеппи для этого проекта. Простегала круг сначала, потом перья, потом серединку оформила таким образом. На изнанке это можно рассмотреть. Тут я пришила разноцветный кант. Итого у меня ушло 3 фиолетовых кусочка ткани, 3 белых кусочка и 6 разноцветных кусков: желтый, розовый, зеленый, голубой. Если у вас есть какие-нибудь идеи по названию этого покрывала, то пишите мне в комментариях. Надеюсь, наше видео было полезным. Ставьте лайки и до новых встреч!